За годы работы я видела сотни домов, вилл и усадеб. Но объект, который я покажу вам сегодня, влюбил в себя с первого взгляда. Меня зовут Марина, вы на канале Дамлекс Realty, а теперь поехали. И сегодня я имею честь представить вам эту великолепную усадьбу после реставрации, расположенную на участке в 35 гектаров на побережье Коста-Бравы. 35 гектаров земли возле моря по сегодняшним меркам большая роскошь. Прежде чем я приглашу вас в дом, несколько слов о самих постройках. Усадьба ведет свой отсчет с 16 века. И перед нами оригинальное здание, которое было построено в то время. И справа от меня это тоже все 16 век. Сложно в это поверить. Посмотрите, какая разница. Мне очень нравится этот объект, потому что он послужит примером для того, что можно сделать вот из такого объекта. И как быстро он может превратиться вот в такой, что справа от меня. Чуть поодаль находится здание, построенное уже в конце XIX века. Оно более современное. Но тем не менее, в XIX веке архитектор, который участвовал в этом проекте, он абсолютно выдержал стилистику здания XVI века для того, чтобы создать общий архитектурный ансамбль. В этом поместье была проведена реконструкция, как вы видите. Два здания у нас полностью отремонтированы. И третье подлежит реконструкции, но один из главных бонусов этого объекта заключается в том, что здесь уже есть лицензия на реконструкцию. Вы уже можете купить и приступать к работам с первого дня. Весь сложный этап согласования в мэрии пройден. А это, поверьте мне, большая экономия времени. Ну что, давайте, я вас уже очень долго томлю и не провожу вас внутрь. И начну я, наверное, с самого скромного здания, которое уже отремонтировано. И вы знаете, я люблю вам задавать загадки. Как вы думаете, что здесь раньше было? Вот в XVI веке что могло находиться в этом помещении? А правильный ответ вы узнаете уже в конце обзора этого помещения. Итак, мы проходим с вами через главную дверь и попадаем в открытую гостиную с камином и с кухней. Я обожаю такие объекты, когда сохраняется историческое наследие, но при этом внутри у нас создается абсолютно современный и комфортный продукт для жизни. Посмотрите, какая высота потолков. Кому-то, возможно, не понравится вот этот открытый кирпичный потолок, но в стилистику этого дома в сочетании с натуральным камнем это смотрится великолепно. И даже вот эти индустриальные, казалось бы, кондиционеры, они прекрасно вписываются именно вот в эту концепцию дома и не мешают ни восприятию, ни эстетическому вкусу. И мне еще нравится здесь именно открытые пространства. Если не знать, что это 16 век, но вы можете подумать, что это здание современной постройки, какой-нибудь там а-ля хай-тек. Нет, вот видите, как можно интересно с помощью простых элементов что-то очень старинное превратить в очень современное и функциональное. Нет лестниц, вы знаете, я всегда обращаю на это внимание. Первый этаж абсолютно удобен. С парковки до уровня этого этажа у нас нет ни одной лестницы. То есть для людей, у кого сложности с передвижением, это максимально удобно. Кухня вся укомплектована. Но здесь все настолько продумано до мелочей, что я уже у собственников попросила контакты архитектурного бюро. Кстати, архитектурное бюро, мы находимся в Санта-Кристина-де-Аро, я забыла вам сказать. Чуть подробнее потом расскажу о локации. А архитектурное бюро из Люрен-де-Мар. Молодая, динамичная и с хорошим вкусом команда. Нужно сказать, я еще об этом не говорила. Этот объект имеет туристическую лицензию, поэтому создавался он не столько для постоянного проживания, сколько как инвестиционный продукт для зарабатывания. И я считаю, что это очень и очень достойный инвестиционный продукт, который позволяет и нынешним владельцам неплохо на нем зарабатывать, но и тому, кто купит. Нравится мне вот это решение шкафов, открытые. Мы не очень такое любим.
Но на самом деле в этом поместье очень легко дышится, здесь очень много воздушности. И вот такие гардеробные решения, они придают вот этой воздушности в том числе. Обожаю, и вы это заметите, здесь все ванные комнаты выдержаны в одной стилистике. Ну, собственно, как и спальни. Одна цветовая гамма, очень много используется вот именно этой плитки. Из спальни спокойно мы выходим в зону, в сад, к бассейну. Вы бассейн увидите, какой здесь. И поднимаемся на второй этаж. На втором этаже нас опять же встречают высокие потолки. И на этом уровне у нас 2 спальни, все суит. Ванная с душевой и унитаз. В этом доме может одновременно размещаться до 8 человек максимум. Ну, комфортнее всего здесь будет, конечно, 6. И если вы думаете, что вот старая постройка, 16 век, темно и нет света, а вот и нет. Здесь просто очень хорошие ночные шторы, которые были предусмотрены как раз для того, чтобы постояльцы этого дома спокойно спали, и солнечный свет им не мешал. Посмотрите, какое классное решение. Очень оригинально. Ванна у нас тоже с окном. Многие из вас не хотят массии, потому что, говорят, мало света, маленькие окна. Да, в некоторых массиях очень сложно получить разрешение на увеличение оконных проемов, но это можно сделать. Вы видите, здесь у нас все окна современные, все большие. И посмотрите, как сразу стало в комнате светло. Поэтому тот, кто считает, что массии – это темно, низкие потолки, маленькие комнаты, вы просто никогда не были по-настоящему с любовью отреставрированных массиях. Посмотрите, какая шикарная здесь комната из собственной гардеробной. В этой комнате гардеробная, как вы видите, у нас отделена от общей зоны. Но принцип остается тот же самый. Все те же открытые шкафы для того, чтобы не перегружать помещение лишней мебелью. И мне очень нравится вот этот вот средиземноморский дух. Да, очень много плетеной мебели. Вот эти вот всякие инсталляции засушенных деревьев, плетеные коврики. Ну, мы на Средиземноморье. Не перегружайте свои дома бархатом, шелком, лен. Везде в комнатах льняные шторы. Мебель с льняной отделкой, льняная ткань использована. Это будет вот такие фактуры, они придают легкость, уют. И вы сразу понимаете, что вы находитесь в южной стране. Ну а теперь я раскрою интригу. Что же было раньше в этом здании, в этой постройке? Это был коровник. Наверху, где сейчас вот эти 2 прекрасных суита, это был сеновал. Там хранили сено для коров, которые жили здесь. Здесь жили коровы. А вот в этой спальне находились поилка и отсек с сеном. Идем дальше в главный дом, и сюрпризы наши на этом не заканчиваются. Пока мы идем по территории, да, прокомментирую, ну, это зона для принятия солнечных ванн для коровника. Очень классная отдельная комната. Здесь все так продумано, не в каждом современном доме ты найдешь, ну, вот такое удобство. Комната техническая. Казалось бы, глупость, но как часто бывает техническая комната расположена там, что техника, мастерам нужно проходить через все ваше владение. И это вам доставляет дискомфорт. Грязь какую-то, может, да, если они что-то меняют. А здесь вот у нас вход, въезд. И здесь же у нас техническая комната. И посмотрите, напоминаю, да, у нас начинается отсчет с 16 века. И при этом у нас абсолютно современная установка. В этом доме есть система аэротермии, которая позволит очень
экономить на электричестве, на обогреве, на кондиционировании. Серверная для интернета. Кто говорит, что в Испании интернет плохой? Это не так. Просто есть люди, которые экономят на этих вещах. Здесь не экономили. Но при этом, видите, здесь еще сохранились вещи, которые нам напоминают о том, что мы все-таки находимся с вами в старинной усадьбе. Как вы понимаете, глупая может быть деталь, но все ливневки, они современные, все сделано, все стилизовано, ночная подсветка. Один из бассейнов – это для тех, кто, например, не хочет ходить к главному бассейну, установлен здесь. Он абсолютно новый. Или, допустим, у вас есть дети, и вам хочется вот здесь загорать, а дети могут здесь плескаться под вашим присмотром. Одна из террас, ну, прекрасная, посмотрите. Те, кто останавливаются в постройке, которые мы уже с вами только что посмотрели, для них предусмотрено барбекю, доступ к воде, чтобы вы могли здесь что-то помыть. Понятное дело, зона для обедов и завтраков. Не хочется в доме вам обедать, можно накрывать стол здесь. Одна тоже немаловажная деталь. Вы видите, что у нас здесь по факту 3 постройки. 2 законченных, 1 под реконструкцию. Так вот, можно отделить, сдавать ту часть, которую мы уже видели, от основного дома. Ключ мы закрыли, и мы разделили наших туристов. Либо мы живем в главном доме, сдаем этот. Здесь очень большая вариативность, и можно миксовать. То есть вы можете, проживая в доме, зарабатывать с помощью вот того домика, который мы с вами видели. А сейчас мы проходим к главному дому. И попадаем мы с вами сразу на террасу, тоже оборудованную барбекю. И посмотрите, какой оазис. Собственники этого объекта владеют им уже 100 лет. В апреле этого года исполнилось ровно 100 лет, когда их дедушка, они сами уже люди в возрасте, приобрел это владение. Представляете, 100-летняя история. 100 лет этот объект находился в руках одной семьи. И потому, какого качества они сделали реконструкцию, видно, что относятся они к этому объекту с огромной любовью. И вложили сюда не только деньги, но и свою душу. И раз уж мы с вами вышли в сад, несколько слов о территории. Здесь, как я уже сказала, 35 гектаров земли. И они простираются аж за трассу, которая ведет у нас в сторону Бигура. Там есть сельскохозяйственные поля, которые тоже относятся, и огороды, которые относятся к этому владению, со своей водой. То есть вода для сада используется из скважин, которые есть на участке. Если кто-то из вас был в наших краях, в Плая-де-Аро, в Сан-Фелиу-де-Гишолс, вы наверняка могли видеть вот эту гору. И за ней уже начинается Сан-Фелиу-де-Гишолс. Так вот, эта скала, эта гора принадлежит этому владению. И земля еще идет туда дальше, практически до Сан-Фелиу-де-Гишолс. Кто-то скажет много. Да, но мы живем в условиях, когда земли больше не становится, ее становится все меньше и меньше. Поэтому когда-нибудь, конечно же, начнется пересмотр градостроительных планов. И так как мы находимся очень близко от моря, конечно же, собственники и будущие владельцы этого объекта наверняка смогут часть земли урбанизировать. Это неизбежно. Это все время происходит, потому что население растет, не только земного шара, но и страны. Строить надо, дефицит жилья присутствует, поэтому рано или поздно это будет. Когда, я не могу вам сказать, но это произойдет. Раз уж я упомянула, что море недалеко, мы находимся в городе Санта-Кристина-де-Аро. До гольф-клуба Санта-Кристины минуты 2 на машине. До лучшего курортного города на побережье Коста-Браво Сагаро на машине, минут 5-7. То есть мы находимся в самом сердце Коста-Браво, возле престижного курорта, но являемся владельцами прекрасного поместья с 35 гектарами земли. Бассейн. Кто-то из вас может подумать, что этот бассейн построили тоже во время реконструкции, но нет. Этому бассейну уже очень много лет. То, в каком состоянии содержится его бассейн, который не новый,
говорит о состоянии дома. Я очень часто вам говорю при визитах, обращайте внимание на то, как выглядят подсобные помещения, все установки, инженерия, бассейн. И если это все содержится в идеальном состоянии, значит, вы можете спокойно покупать дом. Люди следят за ним так же тщательно, как и за вот этими, казалось бы, мелочами. Представьте, когда здесь будет проведена реконструкция в таком же стиле, как и соседний дом, куда мы сейчас с вами пройдем, это все заиграет совершенно другими красками. Здесь уже все продумано с сигнализацией. Кстати, есть 2 въезда. Вот, когда я говорю, что очень легко ту часть и эту часть владения отделить друг от друга, вот наглядный пример. Вы помните, что мы вошли с той стороны, и вот у нас еще одни въездные ворота. То есть мы можем автономно жить, не соприкасаясь и не видя наших туристов, которым мы сдаем коровник в аренду. Наш прекрасный коровник. А здесь мы живем своей семьей. И собственник сказал, что лицензию можно переделать на лицензию под бутик-отель. Но я бы это не использовала как бутик-отель. Очень много вы на себя сразу берете дополнительных расходов, и по факту это может дать вашу прибыль. А вот так сдавать целиком дом, здесь дают минимум на 5 дней. Продолжаем наш осмотр, входим в главное здание. И по традиции вопрос, как вы думаете, что было здесь? Ответ в конце. Мне очень понравилась вот эта кирпичная кладка, которую оставили. Это здание было построено, начало строительство в конце 19 века, закончилось в 20-м, но оно полностью повторяло эстетику соседнего здания 16 века. И посмотрите, какая красивая здесь кладка. Кому-то, возможно, она покажется некрасивой, но для меня это произведение искусства. И очень классно, что ее оставили. Просторная зона для столовой, кухня. И опять, что мне нравится, у нас здесь нет лестниц, все на одном уровне. И нет вот этих маленьких помещений, комнат. Здесь очень легко дышится. И главное, здесь вы можете с комфортом разместиться со своей большой семьей. Повторяю, соседний дом, который вы будете сдавать, он не будет вам мешать. На этом уровне у нас нет спален. Мы зашли через террасу, главный ход на самом деле здесь. Его собственник закрыл. И на этом уровне, как я уже сказала, у нас все технические помещения. Это гостевой санузел, но с душевой, на всякий случай. А техническую комнату потом покажу. За этой дверью где находится проход в соседний дом, который должен быть отреставрирован. И по проекту там предполагается на нижнем уровне спа-зона. И как думали собственники, вот в этом промежутке, где будет спа-зона, чтобы доступ имели оба дома. То есть из этого либо собственники, сами новые владельцы, либо постояльцы идут в спа-зону. И с другой стороны то же самое. А постирочная, мне очень нравится это решение. Да, мы закрыли, и никто не видит. У нас все чистенько, у нас все хорошо. Удобство в том, что мы возле кухни, и поэтому мы можем это еще использовать как небольшую кладовку. Ну, вы уже поняли, я влюблена в это владение, поэтому мне здесь нравится все. И кухня очень комфортная, очень функциональная, нет ничего лишнего. И самое главное, она удобная. Да, у нас здесь большая поверхность для того, чтобы нарезать, мыть овощи, фрукты, нарезать продукты. Здесь у нас варочная поверхность аж на 5 комфорок, поэтому очень удобно. Вот в этой прекрасной и уютной зоне гостиной с камином раньше была конюшня, впоследствии был гараж. А вот в этой части у нас жили курочки и овечки. Теперь пойдемте наверх. Но наверху, кстати, в этом доме уже жили люди, сами собственники. Вы знаете, да, что в старину очень часто на нижнем уровне у нас не гаражи были, а жили те, кто нас кормит. А наверху уже жили собственники. На этом этаже у нас 5 спален, все суиты со своими ванными комнатами. Давайте пройдемся по ним, посмотрим. Опять те же отделочные материалы. Разница немножко только в цветовой гамме плитки. Кстати, плитка, кто был
в барселонских квартирах эпохи модернизма, наверняка узнает. Она стилизована под наши так называемые слои гидравлику. Да, это была ручная раньше лепка. Все рисунки создавались вручную. Эта плитка, конечно, не тех лет, но она смотрится здесь очень органично. Еще одна спальня, везде кондиционирование, высокие потолки. Все как я люблю. Но при этом дух старинного, аутентичного. Я вам признаюсь, что, может быть, меня смотрят какие-то строители, и я вам дам полезный совет. Но у нас за последние 2 года очень сменились запросы клиентов, особенно из Европы. Нам все чаще в запросах пишут: мы не хотим хай-тек, мы хотим дом с характером. Имеется в виду традиционный дом. Не безликий, а вслушайтесь в это слово, дом с характером. То есть вот у таких дом есть характер. И я понимаю, о чем пишут нам наши клиенты. А эта спальня у нас еще и с балкончиком. Соседняя массия, усадьба, она принадлежит архитектору, который сейчас тоже там проводит ремонтные работы. И все, соседей у нас больше нет. Поэтому тут всегда будет тихо, спокойно и без шумных соседей. Каким-то непонятным образом в свое время, видите, затесался сюда еще один феодал, видимо, в 16 веке. Делили землю. Кто сколько отвоевал, то твое и будет. Поэтому он, получается, немножко вот здесь вот в середине, но его как бы обтекает его владение, земля этих собственников. Мы успели заснять этот дом до въезда постояльцев. Сюда приезжает большая группа, не знаю, семья это или несколько семей объединились с маленьким ребенком, поэтому, видите, в этой комнате поставили кроватку. И еще одна комната. Я, кстати, вам не показала нигде вид. Вы смотрите, какой здесь вид. У этой комнаты вид на бассейн. Ну, а теперь приготовьтесь. Эта дверь ведет в главный суит. И там вас ожидает очень приятный сюрприз. Если вам еще мало было сюрпризов, идемте. Посмотрите на эти деревянные балки. Я не знаю, как вы. Меня это очень впечатляет, потому что я сразу мысленно переношусь в мой любимый Эльзас, город Кольмар, где таких зданий очень много. Это все аутентично, это все настоящее, это все прошло инспекцию. И несмотря на то, что эти балки очень старые, они в прекрасном состоянии, я вас уверяю. Они простоят еще много веков, в то время как, я думаю, наши хай-тековские дома из плодура, скорее всего, развалится. Это настоящая дверь этого дома. И архитекторы, им было жалко выбрасывать. И не думали, каким же образом можно ее использовать. И придумали вот такую систему. Это дверь, которая ведет в санузел. Но согласитесь, это потрясающее решение. Вроде бы ничего особенного. Но как это удачно вписалось в общем, в целую концепцию объекта. А главное, мы еще и сохранили историю. Не знаю, может быть, я сумасшедший историк, но я таким и являюсь, но у меня такие вещи всегда до мурашек, действительно. И посмотрите еще раз, обращаю внимание на освещение натуральное. То есть, если мы выключим свет и откроем все шторы, будет очень светло. У нас еще не открыты шторы при сходе. Надеюсь, вам этот суит понравился не меньше, чем мне. Здесь очень комфортно. А тот, кто посмотрит наше видео, увидит облет с дрона и заметит, что недалеко проходит дорога, которая ведет как раз-таки в Плая-де-Аро или туда, в сторону Жирона, в Люрет можно по этой же дороге доехать. И это может кому-то показаться существенным минусом. Но давайте, мы же любим в Барселоне проверять звукоизоляцию. Давайте вот сейчас я замолчу, и мы послушаем. Но где-то вдалеке чуть-чуть слышно дорогу. Скажу как человеку, у которого дом находится тоже... У нас не видно этой дороги, но она не очень далеко находится. В этом, кстати говоря, удобство. Когда ты живешь где-то в лесу, и тебе нужно 30 минут ехать до основной трассы, но это такое себе удовольствие для современного работающего человека. Мы как раз выбирали, чтобы было удобно добираться.
И у нас иногда ты выходишь на террасу, и ты слышишь вот этот шум проезжающих машин. Ты к нему настолько привыкаешь, даже не обращаешь внимания. Поэтому это не должно вас пугать. Вы не живете возле трассы. Вот если у вас дом прямо на трассу выходит, конечно. И в завершении давайте подведем небольшой итог. Кому может подойти данный объект? Ну, во-первых, тем, кто хочет зарабатывать на своей недвижимости. И плюсы. Мы находимся рядом с Агаро, рядом с гольф-полем, побережье Коста-Браво. У нас с вами отремонтированных 2 объекта. Вы можете начинать зарабатывать на нем с первого дня владения и постепенно приводить в порядок соседнее здание, на которое, напоминаю, уже получена лицензия на ремонт и реконструкцию. И проект есть, и забыла сказать еще одну маленькую деталь, но очень важную. У собственников часть материалов уже закуплена для третьего дома, то есть и в стоимость объекта входит и этот материал вместе с проектом, с лицензией. Поэтому, повторю, для инвестора это может быть идеальный вариант для тех, кто хочет жить как вот феодалы в старину, почувствовать себя владельцем земель, большого дома. Если у вас большая семья, если вы любите приглашать друзей, вы тоже можете стать владельцем этого дома, и здесь вам будет комфортно. Ну и для тех, кто хочет добиться идеального микста, жить в просторном доме, отремонтированном, недалеко от одного из лучших пляжей побережья Коста-Браво, города Сагаро, и в то же время зарабатывать на своей недвижимости. Вам этот объект тоже может подойти. Если у вас еще остались вопросы, обращайтесь. Ссылку на объект мы оставим в описании. С вами была Марина. Не забывайте подписываться на наш канал, нажимайте на колокольчик, оставляйте комментарии. И до новых встреч. Пока-пока.